Привет, друзья! Вы на канале Easy to Install. Меня зовут Виталий. Сегодня я во дворе снимаю. Ко мне прибыл пациент интересный. Это самокат. Его пытались восстановить, но потом бросили. Вот такой вот аппарат. Отломили курок. Как-то так он стоял. И попросили меня, можно ли его восстановить. Давайте посмотрим, можно ли его восстановить. Первое, что нужно разобраться, это жива ли батареечка и двигатель, который в колесе, потому что это самое дорогое для электротранспорта. Все остальное лечится. Итак, крышка разбирается здесь. Причем она закручена на один болт всего. Саморезик. Ладно, при сборке добавим. Так, что у нас здесь есть? Так, ну вот есть хороший признак. У нас зажглась лампочка и сработал сигнал. Значит, батарейка, скорее всего, жива. Это очень хорошо. Так. Теперь здесь есть контроллер. Вот он. Так, ну судя по всему, уже пытались починить, но не получилось. Так. Замерим напряжение батарейки. Так, напряжение батарейки 41,8. Практически идеальный заряд. Так, здесь у нас 36 вольт. Это условное обозначение. 36 вольт, 16 ампер. Значит 32. Так, значит 42 вольта. Не 32. 42 вольта это зарядный ток. Зарядное напряжение, так скажем. Ток, конечно, там будет около 1-2 ампер. Так, ну и подключаем еще раз. Так, конденсатор живой, щелкает. Так, минус подключаем. Так, и так, у нас большая фишечка уходит на курок, на кнопку управления и так далее. Надо померить здесь, есть ли тут напряжение. Так, минус общий. Так, а напряжения нет. Теперь для верности проверим двигатель. Так, вот это 3 фазы. Так, и надо замерить между ними перекос. 0,3 Ома. 0,3 Ома. 0,3. Это замечательно. Так, ну и на корпус. Так, обмотки целые, на корпус не замыкают.
Даже можно поболее сделать. 0. Все замечательно. То есть даже через мои руки прошивает, через корпус нет. Значит, двигатель теоретически у нас целый. Но будем пробовать заменить. То есть покупаем комплектик. Это будет дешевле, чем восстанавливать этот комплект. Так, напряжения на эту фишку нет. Значит, и включение у нас не будет происходить. А это говорит о том, что контроллер приказал долго жить. Ну, в принципе, это не проблема. Так, курок восстанавливать тоже, я думаю, нет смысла. Он весь корпус разломанный. Посмотрим, что нам предложит AliExpress. На AliExpress есть очень удобная функция поиск по фотографии. Можно загрузить фотографию того, что мы ищем. И будет куча предложено вариантов. Вот как раз есть и курок, есть и комплект, и все остальное. То есть ищем теперь 36 вольт вместе с курком комплект. Вот я нашел как раз таки такой же точно курок с таким же точно комплектом. Заказываем. Предлагают выбрать, какой именно вариант. Ну, в общем, сейчас рассмотрю и закажу. Ну вот, прошло около 10 дней. Приехала посылочка. Упаковка мягкая. Ну, в пупырку. Дошло, в принципе. Контроллер не поврежденный. И должен быть курок. Так, и вот пришел курок. Тоже целенький, новенький. Так, ну что, попробуем установить и посмотреть результат. Итак, отключаем этот контроллер. Так, датчики холла, питание. Так, что здесь у нас? В общем, все разъемы отсоединяем. Так. Ну вот, контроллер освободили. Так, теперь берем новый контроллер. Ну и, в принципе, какие-то будут совпадать, а что-то нужно будет заменить. Например, вот нужно будет подпаять XT60 разъемчик сюда. Не совпал чуть-чуть. Так, ну в остальном... Так, здесь у нас получается курок надо прицепить. Так, вот сюда вот так. Сюда идут фазы двигателя. Вот они. Так, подключу по цветам, потому что здесь есть, по-моему, где-то здесь есть обучение. Вот. Вот это, скорее всего, обучение, мне так кажется. Сейчас посмотрим. Так, датчики холла тоже цепляем здесь. Так. Остальное, чтобы подключить, нужно заглянуть в схему. О, я забыл одну фазу подключить. Все, замечательно. Так, теперь, ну, в принципе, все, что здесь уже мы подключили, хватает для того, чтобы проверить, целый ли движок, и будет ли он работать с этим курком.
То есть все, что нужно сейчас сделать, это подать питание. Чтобы подать питание, нужно сюда прикрепить XT60. Ну, можно, в принципе, и так попробовать пока накидать. Так. Включился. Это отлично. И двигатель работает. И даже режимы переключаются. Единственное, что они переключаются не в ту... Двигается колесо в обратном направлении. Но это лечится. Так, разъемчик XT60 можно взять новый, конечно. Ну, можно и использовать старый. Если подрезать немного изоляцию, то можно его отпаять отсюда и припаять сюда, и все будет чудненько. Итак, отпаиваем его отсюда. Так, ну и припаиваем сюда. Так, чтобы припаять, зачищаю за лужу. Для изоляции воспользуюсь термоусадочной трубкой. Так, надеваем ее заранее. И подальше, чтобы она не грелась, потому что при нагревании она скукожится сразу. Так, лудим. Так, плюс и минус путать не надо. Плюс у нас всегда торцевая ровная сторона. Закругленная — это минус. Вот здесь можно посмотреть, вот он плюс обозначен. Так, концы припаяны. Теперь можно одевать термоусадку. Так, я прогрею феном. Сейчас проверим, что у нас получилось. Отключаем. Так, включился. Так, режимы переключаются. Так, теперь смотрим, как он будет работать. Так, как вы заметили, колесо крутится не в ту сторону.
Вот, обучение прошло успешно. То есть два провода соединяем между собой. Так, еще раз покажу. Вот два провода одинакового цвета, но разные фишки, папа, мама. Если их соединить между собой, колесо начинает крутиться. Если не в ту сторону, то есть, а сейчас не в ту сторону, значит нужно вытащить, подождать пока остановится и соединить еще раз. Теперь туда, куда надо. Ну, а теперь смотрим. Нажимаем. Крутится, так, второй режим. Крутится, и третий режим. Все есть, самокат работает. Теперь нужно подключить стоп-сигналы и переключатель света. Так, ну и естественно нужно заменить курок на руле, то есть на новый, протянуть провод и подключить. Ну, сейчас я протяну провод, затем продолжим. Итак, здесь все залито герметиком. Так, вот это у нас защитный кожух. Так, вот это у нас курок, который разбился, перестал действовать. Так, вот вытаскиваем его. А он не хочет. Так, ну по большому счету мне нужно... Этот курок мне уже не нужен. Я могу его просто тупо обрезать. Вот так. Так. Вот он пошел и уходит сюда. Вот он. То есть подрезаем все. В том числе и фонарь. Так. Потом прикрепим. Я так думаю. Так, здесь фишка. Я не знаю, даст ли она просунуть. Позволит ли. Есть такое ощущение, что не получится. Да, фишка не пролазит. Поэтому вот эту фишку надо будет сейчас разобрать, а затем собрать обратно. Так, и теперь можно его просунуть в отверстие, в принципе, так же.
Так, теперь, когда оно на месте, соединяем разъем по цветам. Так, красный с краю, ну и вместо синего белый получается. Теперь посмотрим схему. У нас вот этот черный и вот этот желтый — это питание, выход на фонарь и сигнал. От байка, так, у нас от байка от самоката, это, по-моему, вот эти вот. Так, то есть получается плюс приходит сюда и уходит туда. Так, а минус здесь. Надо разобраться с этой схемой, подключить ее так, как нужно. Итак, разобравшись с этим разъемом, в общем, с переключателя у нас идет, вот, уходит плюс на переключатель. С переключателя приходит плюс на управление освещением или сигнал. То есть при включении появляется плюсик и включаем либо фонарь, либо сигнал на нем же. А минус идет напрямую, то есть мимо разъема. Так, теперь нужно разобраться со стоп-сигналом. У нас получается ручка, контакт замыкается, вот он идет мама, а нам нужен папа для того, чтобы их соединить. Для чего это нужно? Когда жмешь на курок и одновременно на тормоз, то тормоз с помощью контроллера блокирует набор скорости, ну, чтобы колесо в разрыв не шло. И еще я думаю, что вот у нас идет габаритный сигнал. Габаритный сигнал можно включить, чтобы он работал всегда. Либо запустить его для работы с фонарем. То есть на фонарь у нас выходит вот этот красный. Так, ну для подключения стоп-сигнала я думаю воспользоваться разъемом с этого контроллера. Вот он. Так, сейчас я его отсюда откушу и туда пересажу. Так, а вот включить стоп-сигнал как раз воспользуемся вот этим разъемом, который я срежу отсюда. То есть все приходит в норму. Этот разъемчик обрезаю. Так. Сюда присоединяем разъем с этого контроллера. Так, где он? Вот он. Так, проверю, как он работает. Подключаю. Так, запускаем двигатель. Да, все четко. При нажатии на тормоз у нас отключается движок, значит все верно. Так, ну для верности, я думаю, надо спаять. Так, и теперь с этим разъемом. Этот разъем подсоединим к стоп-сигналу, точнее к габариту заднему. Так, так, сейчас пока накину для проверочки. Затем разберемся как следует и накажем, кого попало. Так, еще раз. Да, все работает. Отлично, супер. Так. Ну и теперь нужно все это. Так, сейчас местами их поменяю. И спаять все.
Ну вот, в принципе, и все. Я зафиксировал термоусадку, то есть соединяем питание. Так, вот все теперь вот так красиво. Все разъемы соединены, заизолированы. Так, теперь можно будет их собрать в кучку. Так, теперь нужно упаковать все это аккуратненько назад туда, в тоннель, сложить провода. Ну, сейчас я покажу, как закреплю фонарь и курок. Теперь остается снять этот огрызок, который остался, и вместо него поставить новый курок. Да, я думаю, что проще снять грипсу. Вот так. И вытащить. Так. Опускаем тогда руль, раз он так не хочет. И дотягиваем. Так. И ставим его на свое законное место. Ну и одеваем грипсу. Так. Теперь подвинем так, чтобы было удобно. Так. Ну и, я думаю, можно фиксировать. Так, чуть-чуть, чтобы было видно водителю, а не всем проезжающим и прохожим. Так. Подтягиваем все болтики. Все болтается вместе с рулем уже. Ну и смотрим. Включился и пытается убежать. Можно проверять. Так, ну сейчас я еще упакую оставшиеся провода. Сделаю красиво. И на этом можно заканчивать. На этом закончим. Остаются только полевые испытания. Так, ну что, наступил вечер. Пробный заезд. Как он поедет? Так, включаем. Это первая передача. И третья. Так. Он едет. Ну что, ребята, он едет. Так, фара включается. Светит. Так, сигнал работает. Зажигание выключается. И фара выключается. Отлично. Все работает. Так что не спешите выбрасывать, если у вас есть что-то поломанное. Проверьте сначала батарейку, двигатель. Это самое дорогое в самокатах и электротранспорте. А все остальное мелочь. Ну и как вы видели, решается буквально за несколько часов. Если понравилось видео, поставьте лайк. Всем удачи, увидимся в ближайшем ролике.